Забастовки на Рождество в Германии и Европе, где вам могут испортить праздник. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Для многих рождественские праздники являются временем отдыха, однако тем, кто планирует заграничную поездку, возможно, придется заранее подготовиться к стрессу. Во многих странах существует угроза забастовок, причем как в железнодорожных компаниях, так и в аэропортах. До Рождества осталось совсем немного дней. Многие проводят праздники дома с семьей, другие используют выходные дни для небольших путешествий, однако в нынешнем году для этого, похоже, понадобятся по-настоящему крепкие нервы. Во многих странах в праздничные дни профсоюзы призывают к забастовкам. Коснется это также и авиа, и железнодорожных пассажиров. Забастовки в аэропортах на Балеарских островах. Например, в Майорке, Ибице и Минорке возможны отмены и задержки рейсов в период с 22 декабря по 8 января. Там профсоюз СО признал около 10 тысяч работников отказаться от 6-недельной работы, в частности, по данным газеты Малерка Цайтунг. Забастовки запланированы на 22, 23, 30 и 31 декабря 2022 года, а также 6 и 8 января 2023 года. В основном забастовки пройдут в центрах управления аэропортами, но будут затруднены и другие отрасли, обеспечивающие работу воздушной гавани. Согласно сообщению газеты, профсоюз хочет использовать забастовку, чтобы убедить оператора АЭНА восстановить бонусные выплаты за повышение производительности, которые были приостановлены после вспышки ковидной пандемии. Однако решение о том, состоится ли забастовка, пока не принято, переговоры еще продолжаются. Остановка работы в аэропортах Шотландии. В севере Шотландии в праздничные дни также возможны перебои в воздушном сообщении из-за забастовок. По сообщению шотландской региональной газеты, профсоюз признал к остановке работы в 11 аэропортах 19 и 22 декабря. Планируется забастовка пожарных и спасателей, сотрудников службы безопасности и административного персонала. По имеющимся данным, в число затронутых аэропортов входят эти аэропорта, которые вы видите сейчас на своем экране. Профсоюз объявил забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда для работников аэропорта. Ранее профсоюз отклонил предложение от 5% повышения заработной платы в связи с текущей высокой инфляцией в стране. Операторы аэропорта все еще тешат себя надеждой, что им удастся предотвратить забастовку. Очередная железнодорожная забастовка в Великобритании. В период рождественских праздников железнодорожным путешественникам Великобритании может стать не по себе. Профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников недавно призвал работников железных дорог к забастовке с 18 часов вечера 24 декабря до 6 утра 27 декабря. По данным Deutsche Press Agentur, генеральный секретарь профсоюза Мик Линд сказал: «Мы не хотим, чтобы это произошло на Рождество». Однако, по его словам, выбора не было. Текущее предложение железнодорожных компаний составляет 8% в течение 2 лет. Британское правительство называет это хорошей сделкой, однако рабочие не видят прибавки в связи с высокой инфляцией, превышающей 11%. На протяжении последних месяцев проведена не одна забастовка. Вот и на этой неделе в Великобритании уже наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении. Ну и на этом все. Вот такая была сегодня новость. Пишите обязательно в комментарии, что думаете по этому поводу. Не забывайте подписываться на этот канал, так как с подпиской смотрят только всего лишь 9%. На этом канале выходят новые новости практически каждый день. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Я желаю всем хорошего настроения и всем пока.